В этом видео расскажу вам о полной обработке 3D модели в ArtCAM 2018 года, а именно добавление модели, ее позиционирование, подбор инструмента для обработки, выбор стратегии обработки, симуляция, ну и, конечно же, выбор управляющей программы вместе с выбором постпроцессора. Итак, начнем. Добавляем модель. Тут, я думаю, всем уже все известно. Значит, у нас 3D вид. Переходим в рельеф. Импортируем 3D модель. Так, 3D модель импортировалась. Значит, теперь мы оставляем вот эту вот всю связь. У нас было 300 на 200. Здесь 471. Мы меняем на 300 максимум. И оно автоматически изменяется. Нажимаем по центру. Вот наша модель выставилась по центру. Немного изменилось. 299. Ну, можем изменить еще раз. И нажимаем «Вставить». Так, модель вставилась. Кстати, кому нужна будет модель, именно вот World of Tanks, я прикреплю ссылку, и вы можете скачать его с облака Google. И так, начнем. Модель у нас есть. Первое, что нужно сделать, значит, у нас вот видно снизу и сверху пустые области. Нажмем вектор, создать, граница рельефа. И так по умолчанию просто нажмем создать границу. Значит, вот на 2D виде можно заметить созданная граница. Все, переходим на 3D вид. Выбираем траекторию. Переходим в 3D траектории. И выбираем создать траекторию обработки рельефа. Значит, не рельеф целиком, а только выбираем выбранные границы, точнее выбранные вектора. Вектор либо снаружи, либо внутри. Но вот у нас внутри. Первое, значит, что нужно сделать, это черновая обработка. Для черновой обработки мы будем использовать фрезу одноперую 6 мм. Можем, кстати, добавить ее. Добавить инструмент. Вместо сферической выбираем концевая фреза. Напишем 6 мм. Сейчас. 6 мм. Одно перо. Одноперое. Тут пропишем диаметр 6. Шаг по Z, предположим, там около 5 мм. 50%. Частота вращения я уже тут не буду подбирать. Так просто поставлю как-нибудь. Тут рабочую подачу можно изменить. Так, это я все поставил наугад. Значит, единицы оставляем миллиметры. Но если вы работаете в миллиметрах, мало ли, что-то работает в дюймах. Значит, концевая, и сохраняем. Вот она, 6 миллиметров, одно перо. Нажимаем выбрать. Значит, стратегия обработки. Что у нас есть? Значит, смещение, либо растер. В принципе, могу сказать, что как бы особой роли это не играет. Ну, именно для черновой обработки. Единственное, что можно сделать, это, например, выбрать вектор и сместить его внаружу на 3 мм. Для того, чтобы была более большая плоскость обработки.
Значит, следующее. Припуск. Значит, точность. Точность у нас в данный момент не особо влияет. Единственное, что это будет зависеть от скорости вашего станка. То есть, чем выше точность, тем медленнее он будет работать. Можно вообще поставить точность 0,1 мм с припуском 0,5, и тогда очень быстро обработается деталь. Качество нас, в принципе, сейчас не интересует, поскольку это черновая обработка. Значит, безопасность PZ поставим. Предположим, что наша заготовка, толщина материала 30 миллиметров. Вот так вот. Сверху у нас останется 9 миллиметров. Нажмем ОК. Так, и здесь пропишем 30, пускай 35 для уверенности. Значит, безопасная PZ это когда ваш инструмент будет переезжать с одной точки в другую. Это будет безопасная PZ. И исходная точка это по окончанию программы, в какую точку будет уезжать ваш инструмент. Пропишем 60 мм PZ. То есть он поедет на исходную точку x0, y0 и поднимется на высоту 60 мм и закончит работу. Все, здесь все прописали. Пишем черновая и нажмем вычислить. Вектор мы уже выбрали наружный. Итак, смотрим, что у нас получилось. Входим в траекторию, выбираем черновая и управление симуляцией. Значит, тут можно уже подбирать на свой вкус. Я никогда этим не занимался и не вижу в этом смысла. В принципе, эта программа производит визуализацию, не очень так качественно оно все происходит, поэтому нет смысла этим всем заниматься. Просто включаем симуляцию и смотрим. Значит, вот как выглядит наша черновая обработка. Значит, почему получилось именно вот таким вот образом, как получилось. Сейчас объясню. Значит, первое, заходим в опции инструмента и смотрим, что у нас шаг PZ выставлен 5 мм. То есть наша фреза будет опускаться исключительно по 5 мм. Ни больше, ни меньше. То есть, если она 5 мм может опуститься в материал, вот как бы объяснить, то есть в течение 5 мм нету самой детали, то она опускается. Если, например, деталь находится через 4 мм, то она не может опуститься на 4 мм. Она либо опускается на 5, либо вообще не опускается. Из-за этого получились такие ступеньки по 5 мм. То есть, если вы, например, здесь пропишите не 5 мм, а, предположим, шаг PZ 2 мм, тогда с шагом 2 мм инструмент будет постепенно опускаться, и, естественно, выборка материала будет намного точнее. Так, выбираем 2 мм и нажмем вычислить. Так, симуляцию сбросим. Для того, чтобы не ждать вот так вот постоянно, пока ваша симуляция пройдет, мы нажимаем просто либо правой кнопкой мыши на вашу обработку, либо вот здесь есть иконка симуляция и траектория. Просто ее нажимаете и сразу же происходит полная симуляция. Оно будет кусками вырезать. Вот, оно вырезало кусками, и тут намного точнее видно вот все вот эти вот нюансы. Как бы намного больше оно в этот момент собирает материала. Значит, оставим так, как сейчас есть. Единственное различие между, например, 5 мм и 2 мм только тем, что
ваша обработка будет идти дольше, предположим, когда вы снимаете по 2 мм, но будет вот так более точнее. При чистовой обработке фреза будет снимать намного меньше материала. Значит, не показал вам фрезу для черновой. Так, сейчас, секунду. Значит, вот фреза, которую можно использовать для черновой обработки. Значит, мы видим фреза диаметром 6 мм. Она имеет 32 мм рабочей части. И это, в принципе, не особо важно. Если вы берете по 5 мм, да, то вы можете взять даже фрезу 22 мм. То есть она все равно будет работать только вот эти вот 5 мм, которые находятся в начале. Остальная часть не будет работать. Теперь начнем с чистовой обработки. Выбираем чистовая обработка. Выбираем добавить. Сейчас вот добавить инструмент. Значит, инструмент для чистовой обработки. Естественно, это может выступать фреза сферическая, но не во всех случаях. Например, как в нашем случае, вот коническая сферическая. Фреза, она очень хорошо выступает вот именно в обработке вот таких вот 3D моделей. Так. Вот эта фреза, как она выглядит. Тут в этом случае, конечно, уже важна именно длина режущей части, потому что в некоторых случаях она может резать даже на всю длину, в зависимости от длины инструмента, ну и заготовки. Диаметр D1 нам нужен 6 мм и радиус R0,5. Вот. Полная длина инструмента 50, 20 мм это у нас режущая часть, радиус на конце у нас R0,5, то есть и диаметр инструмента 6 мм. Вот смотрим радиус R0,5, длина там 20 мм, значит угол B у нас не указан. Мы его будем уже вычислять сейчас в программе. И L, полная длина у нас 50 мм. Вот она. Так, значит, запомнили мы все эти данные и переходим в программу. В программе пишем диаметр 6, L. Так. L20. Короче, вот так вот проще. D6, L20. Полная длина инструмента нам не важна. Значит, диаметр прописываем 6. Угол у нас сейчас вычислится автоматически. Радиус вершины мы пропишем 0,5. Шаг по Z 4 мм. В принципе, она все равно не будет настолько опускаться. Там пропишем, не знаю, 6 на всякий случай. Угол у нас будет вычисляться вот по длине, длина режущей кромки. Значит, выбираем угол примерно там 3 градуса, да. Смотрим, длина режущей кромки 48. У нас длина режущей кромки 20. Значит, угол у нас сильно большой. Пишем 1. Нет, значит, сильно маленький. 4, 5. И вот так вот методом тыка подбираем. 7,1. Вот примерно 7,3 градуса. Это в том случае, когда длина режущей кромки у нас около там 20 миллиметров. То есть другого варианта, как это выбрать, я, к сожалению, не знаю. Значит, шаг примерно около там 10%. В принципе, я 10% это для хорошего качества. Я пропишу 20% для того, чтобы у меня не сильно долго вычислялась вся модель. Значит, частота вращения. Это мы сейчас разбирать не будем, потому что это очень-очень долго будет. Вот, значит, мы все данные подобрали. Коническая, сферическая, номер 1. Все, нажимаем ОК. Выбрать. И все. Значит, рельеф целиком.
Мы выбираем выбранные вектора, переходим в вектор, выбираем тот первый вектор, вот внутренний, который у нас, значит, выбираем сместить его. Смещаем. Для чего? Для того, что у нас на модели идут такие на концах закругления. И для того, чтобы сделало эти закругления, как бы дошло до конца модели, нам нужно сместить наружу на половину радиуса. То есть радиус у нас 0,5, мы смещаем на 0,25, нажимаем смещение. Вот такая вот маленькая линия у нас тут получилась. Значит, стратегия обработки. Стратегий есть очень много. Про каждую из них рассказывать это как бы тоже очень много. Могу сказать так, что я для себя выбрал самую оптимальную, это 3D смещение. Это когда происходит наибольшее качество с временем обработки. То есть время обработки очень важно, потому что иногда у меня при некоторых обработках было около 20 часов примерно деталь обрабатывалась. То есть это очень много. Выбираем 3D смещение, начать внутри, снаружи, это уже на ваше усмотрение. Точность, кстати, тоже она очень большую роль играет на скорость. Чем точнее, тем скорость меньше. Но и также качество меньше. Ну, например, при скорости это когда вы обрабатываете дерево, и вы, например, ставите точность там 0,5 либо 0,3, разницы как таковой вы не увидите. Но если вы ставите точность, например, 0,1 либо 0,5, тогда уже разница будет, ну, не особо большая. Ну, я вот примерно ставил около 0,5, 0,4, это было оптимально. Так, то есть толщина материала у нас уже выбрана. Значит, особенность именно 3D смещения в том, что оно обрабатывает изначально отдельными участками для того, чтобы сделать самый оптимальный путь. И потом оно начинает как бы по спирали обрабатывать уже все остальное, ну, как бы то, что у нее осталось. Как бы изначально кажется, что обработка какая-то глупая, то есть она как-то неправильно это все делает, но на самом деле на практике все довольно неплохо. Симуляцию сбросим. Проведем быструю симуляцию черновой обработки. И проведем симуляцию уже чистовой. Значит, вот можно заметить, что оно точечно берет. И самое главное, что оно повторяет как бы контур. Может даже не полностью, но все равно повторяет. Качество обработки выходит намного лучше. Значит, вот что у нас получилось. Значит, здесь видно, что фреза ехала вверх, здесь она ехала влево. То есть вектор мы расширяли для того, чтобы вот в этих вот углах оно как бы дорезало модель до самого конца. Итак, и осталось у нас последнее, вот, значит, делали мы черновую, чистовую. И сейчас будем отрезать. Значит, выбираем траекторию, выбираем обработка по профилю, 2D вид. Выбираем вот этот вот вектор, который был создан самый первый. Вот он. Значит, выбираем вектор, выбираем снаружи выбранные вектора. Припуск нулевой. Это все оставляем по умолчанию. Конечная глубина у нас 30 мм. Ой, точность нам тут вообще, наверное, не важно.
инструмент. Выбираем ту же нашу фрезу одноперую. Подвод, отвод, как бы нам тут он особо-то и не нужен. Наклонное врезание для одноперой фрезы и по дереву вообще не нужно, лишняя трата времени. Перемычки для тех, кому надо, значит, могу сказать по своему опыту, что я просто, ну, как бы рукой просто придерживаю дерево, и оно вообще спокойно отрезается, и как бы все хорошо. Значит, шаг тоже можно оставить 5 миллиметров, то есть за сколько там, за 5 проходов или за 6 проходов оно его сделает. Ну, то есть отрежет. Вообще уже как бы более такие опытные люди режут, я не знаю, там за 2 прохода. И все остальное тоже оставляем по умолчанию. И просто нажимаем только обрез. Все. И вычислить. Значит, симуляция. Вот смотрим, как оно. Раз, и все обрезало. Значит, все довольно неплохо получается. Можно, конечно, поиграться, например, вектор расширить немного побольше, не на 0,25, там на 0,5. Ну, в таком случае ваша фреза при чистовой обработке, она будет вот этот вот канал, короче, она будет проваливаться в него очень сильно. А здесь то, что здесь осталась такая небольшая кромка, то есть оно, как бы, думаю, в глаз даже бросаться не будет. Итак, следующее, что нам надо, это сохранить все эти траектории. Значит, мы нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем «Сохранить как». То есть вот у нас есть, значит, одна выбранная траектория, это которую мы выбрали, вот она, то есть сохранить, и две траектории, которые у нас остались, то есть чистовая и обрез. Вот чистовая и обрез. Значит, если у вас нет автоматической смены инструмента, то вы выбираете по очереди. Вот вы выбираете первый инструмент, выбираете путь сохранения, вплоть даже до того, что можно выбрать путь на флешку, вставляете флешку в компьютер и можно сохранить сразу на флешку. Естественно, прописываете имя, значит, формат файла. Самый распространенный это просто вот G-код, миллиметров, tab. Это самый распространенный. Если у вас, например, Match 3, либо Linux TNT, как в моем случае был, то здесь оно все есть. Просто ищите и выбираете свой постпроцессор. Вот я же говорю, самый распространенный это G-код миллиметра tab. Он как бы обслуживает и, я думаю, и Linux, и Match, и все будет работать с этим кодом. Значит, сейчас. Вот, есть Linux TNT, ARC миллиметры, то есть в миллиметрах. Как бы, например, выбираем черновая и сохранить путь. Значит, сохраняем. Потом выбираем, значит, эту стратегию, выбираем стрелочкой налево, выбираем следующую стратегию, добавить, также ее подписать, да, что у нас там обрез. Подписываем обрез, нажимаем сохранить. Что у нас там? Черновая, чистовая, я уже не помню, что мы сохранили, но тут не суть важно, да? Чистовая. Чистовая и нажимаем сохранить. Значит, переходим в папку, и вот у нас видно обрез, чистовая, черновая. В блокноте можно открыть, предположим, да, вот сам G-код. Значит, в G-коде постпроцессор прописывает уже тут как бы материал, то есть каким размером он 300 на 200 на 30, это полностью весь материал, который вы выбрали именно в программе.
Ну и пошел сам G-код. Значит, ну, можете его там, я не знаю, редактировать, что надо, что не надо. Если у вас, например, есть смена инструмента, да, то вы выбираете сначала первое. У вас идет черновая обработка, потом идет чистовая обработка, потом выбираете обрез. И все. Вот у вас прописалось 3 инструмента. И нажимаете просто обработка. И нажимаете сохранить. Значит, что мы здесь забыли? Точнее, что я забыл. Для всех этих обработок, значит, нужен свой номер инструмента. А у нас здесь прописывался постоянно один и тот же самый номер. Значит, нужно просто изменить значение номера. Например, 6 мм, пускай это останется вот инструмент под номером 1. Это одноперая фреза. А эту фрезу мы изменим и поставим под номером 2. Вот номер 2, нажимаем ОК. Выбрать, вычислить, естественно, потому что оно так не сохранится, если вы его не вычислите. А замените, например, инструмент. Черновая, чистовая и обрезка. Чистовая под одним и тем же самым номером. Что-то я попутал. Угу, я попутал. Все верно. Я не тот инструмент выбрал. Это у нас была черновая обработка. Нужно было выбрать одноперую фрезу. Вычислить. Итак, черновая первый инструмент, чистовая второй. И обратно первый инструмент, черновая, чистовая и обрез. Все правильно. И нажимаем там просто обработка. Например, обработка вот World of Tanks. И нажимаем сохранить. Первая это будет черновая. Она как бы тоже будет не маленькая, не короткая. И вот М6Т2 вставляется, ну как бы меняется инструмент на второй. И все, идет дальше, обрабатывается вторым инструментом. Пишите в комментариях, спрашивайте, кому что интересно, что более подробнее нужно рассказать. Естественно, я вам запишу видео, обязательно обо всем расскажу. Значит, если видео интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Там еще много интересных видео есть про Artcam. Всем пока.